5 дней, 3 страны, 2 президента и 1 премьер-министр. Си Цзиньпин провел эту неделю в Европе. Турне китайского лидера ждали давно, еще с 2019 года. Но сначала пандемия, потом конфликт на Украине, сложные экономические отношения Пекина и Брюсселя. В общем, скорейшему визиту китайского лидера в Евросоюзе не способствовали. Да, официальный визит случился только сейчас. Си посетил, напомню, Францию, Сербию, Венгрию. И вот как прошло высокое евротурне, почему именно такой маршрут выбрал Си, в нашем сюжете все ответы. Первый за 5 лет визит Си Цзиньпина в Европу начался торжественно, но сдержанно. Открытие евротурне удостоилась Франция. Правда, президент республики Эммануэль Макрон решил не встречать своего китайского коллегу лично у трапа самолета, а приветствовать его уже в Елисейском дворце. Во Франции Си провел целых 3 дня, ведь тем для переговоров и у принимающей стороны, и у китайской делегации накопилось за эти годы достаточно. Это и конфликт на Украине, и проблемы конкуренции в торговле, и расследование ЕС в отношении Китая, и глобальная безопасность в Европе и Азии. Присутствие в Париже представителя Брюсселя Урсулы фон дер Ляйен подтверждало общий тон обсуждений. Во Франции Си говорит не с отдельной страной, а со всем Евросоюзом. Этот же лейтмотив звучал и в речи Макрона. Как никогда раньше международная ситуация требует сегодня диалога Европы и Китая. И, как я уже говорил, сейчас в истории происходит переломный момент, и он заставляет нас смотреть в лицо трудностям и преодолевать структурные сложности. Форматы этих дискуссий были разными, от предельно официальных обсуждений в Елисейском дворце до делового общения с бизнесом и совместной поездки Си и Макрона в места, где французский президент провел свое, наверное, беззаботное детство. В предгорьях Пиренеев, почти на границе с Испанией, за камерным ужином в ресторане старинного друга Макрона, главы 2 стран подвели итоги официального вояжа китайского лидера. Самолет председателя КНР отправился в следующую точку евротурне. И тут яркой чертой восточной дипломатии проявляется символизм чисел. Си Цзиньпин прибыл в Белград 7 мая. В этот день, 25 лет назад, в ходе ударов НАТО по Югославии пострадало китайское посольство. Тогда погибли 3 журналистов КНР. Но в фокусе внимания Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича были все-таки события не прошлого, а настоящего и даже будущего. Сейчас Китай – главный иностранный инвестор Сербии, а буквально за пару дней до визита Си прошла церемония закладки фундамента национального стадиона в Белграде. Строит энергетическая строительная корпорация Китая. Переговоры 2 лидеров в сербской столице лишь подтвердили стратегию Пекина в отношении балканской страны. Только что мы с президентом Вучичем обменялись взглядами о том, как должны выглядеть двусторонние отношения Китая и Сербии. В атмосфере дружбы, открытости и согласия мы достигли важных договоренностей. Словами о новой эре единого будущего и стратегическом партнерстве Си завершил свой визит в Сербии. Впереди оставалась лишь Венгрия. Уже со штыками, но далеко не в штыки, встречали Си в Венгрии. Даже можно сказать, что приветствие в Будапеште оказалось самым пышным и праздничным из всех, что были у китайского лидера в этом европейском турне. На значимости и уникальности отношений 2 стран настаивал и венгерский премьер. Мы привыкли жить в монополярном мире. Теперь он становится многополярным. И один из стержней этого нового порядка — Китайская Народная Республика. У Венгрии всегда были дружеские отношения с Китаем, и мы хотим сохранить их именно такими. Именно на Будапешт в игре за многополярность ставит Пекин. Как не преминул заявить на совместной пресс-конференции Си Цзиньпин, Венгрия будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию отношений Китая и ЕС. В этом году как раз Венгрия председательствует в Европейском Союзе. Можно считать, что Венгрия является на данный момент таким ярким сторонником развития отношений с Китаем, в то время как остальной регион, остальной европейский регион, остальные страны Европейского Союза у нас демонстрируют некоторую форму синоскептицизма. Для Китая как раз именно Венгрия, ну и, можно сказать, в значительной степени Сербия,
демонстрирует пример тех стран, через которые Китай будет пытаться, ну, что называется, растопить сердце европейского континента. Насколько сложно будет растопить сердце западного контингента, говорит заявление той же Урсулы фон дер Ляйен. Сразу после переговоров в Елисейском дворце глава Еврокомиссии объявила, Китай должен изменить свою экономическую стратегию по отношению к ЕС. Еврочиновник предупредила, Европа не может смириться с практикой, которая искажает рынок и вредит Евродому. Прислушается ли Пекин к предупреждению Брюсселя, пока неизвестно, но известно настроение того же европейского бизнеса в Китае, и сильно они изменились с допандемийных времен. По последним опросам уровень оптимизма у компаний из Евросоюза в отношении вот этого региона сейчас рекордно низок. С чем связан такой пессимизм в экономических отношениях двух стран? Почему у Европы множится претензий к своему главному торговому партнеру, расскажет наш международный обозреватель Ника Хуцеева. Начну с настроений, или я бы даже сказала, с настроя западного бизнеса по отношению к азиатскому региону. Европейская торговая палата в Китае последние 20 лет изучала перспективы ведения бизнеса в этой стране и пришла к определенным выводам. А именно, отношение европейских компаний к местному рынку значительно изменилось за последние несколько лет. Так, если в 2019 году почти 30% компаний рассматривали Китай как основное направление инвестиций, то сейчас инвестпривлекательность страну считают в 2 раза меньше, лишь 15% опрошенных. Кроме того, увеличился процент тех компаний, которые потеряли в прибыли по итогам года. А подавляющее число компаний, почти 70%, полагают, что вести бизнес в стране стало труднее. Основной проблемой они тут называют слабеющую экономику Китая. Но от настроения бизнеса к статистике и фактам. Что сейчас представляет собой экономические отношения Китая и Евросоюза? Одна из главных тенденций, которая настораживает и европейских чиновников, и европейский бизнес – это растущий торговый дисбаланс. Из года в год разница между тем, сколько возит в Европу Китай и сколько поставляет Европа в азиатскую страну, только растет. Например, по итогам 2023 года товарооборот ЕС и КНР почти достиг 700 миллиардов евро. Но вот только 200 из них пришлись на европейский экспорт. На этом фоне и в Брюсселе, и в европейских столицах все громче звучат заявления о необходимости более жестких подходов в торговле с Китаем. Но до торговой войны доводить все же не стоит, предупреждает тот же Макрон. И тут интересна одна деталь. Еще в 2004 году Китай стал главным торговым партнером Евросоюза. Таковым и остается сейчас. К слову, для Китая европейский рынок не главный. Товарооборот у Китая значительно выше, во-первых, со странами своего азиатского региона, во-вторых, с США. Но кроме растущего торгового дефицита Евросоюза, последние несколько лет, когда мировой рынок претерпел существенные изменения, четко проявилась и еще одна особенность. Речь о зависимости от Китая по отдельным видам товаров. Например, по редкоземельным металлам. А без них невозможна высокотехнологичная промышленность, создание той же электроники, транспорта и даже лекарств. Поддержка товаров собственного производства и высокие пошлины для иностранных, другими словами, политика протекционизма, оптимизма ни еврочиновникам, ни евробизнесу не добавляет. Коллеги. Спасибо, Ник. Нам тоже не добавляет, но экономические и политические отношения Европы и Азии по следам визита Си Цзиньпина мы обсудим прямо сейчас. К нам подключается Сергей Цыплаков. Это профессор Департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Сергей Сергеевич, приветствуем вас. Здравствуйте. В обозримом информационном поле поездка Си по Восточной Европе выглядит более продуктивной, нежели, собственно, визит в Париж. Как вам кажется, это всего лишь информационный фон, и мы всего никогда и не узнаем, или на самом деле так оно и есть? Ну, эта поездка Си Цзиньпина, она носила, на мой взгляд, она все-таки имела больше политический характер, чем экономический характер. И она, хотя, конечно, экономические вопросы заняли большое место в обсуждениях, и было очевидно, но основной тот момент был, конечно, основной пункт остановки, это была Франция, и здесь было видно, что, в общем-то, несмотря на особые отношения, которые сейчас как бы существуют между Китаем и Францией, вот в экономических вопросах Франция, в принципе-то, поддерживает линию Евросоюза. И обе страны
А Франция, в общем, достаточно крупный торговый партнер Китая. Если мы будем брать Евросоюз, она занимает третье место среди стран Евросоюза по объему оборота с Китаем, но уступает только Германии и Нидерландам. И понятно, что отношения с Францией для Китая имеют большое значение. Но в этом плане надо сказать, что не случайно, конечно, была приглашена Урсула фон дер Ляйен. И, собственно говоря, те озабоченности, которые Евросоюз высказывает в настоящее время, речь идет об антисубсидарном расследовании в отношении китайских электроавтомобилей, речь идет о возможности расследования в отношении китайских ветрогенераторов, ветровых турбин, речь идет о возможности расследования в отношении китайской медицинской техники. Это достаточно серьезные вещи. И это как раз те товары, на которые Китай делает ставку в новых условиях. То есть это особенно речь идет об электроавтомобилях, о ветровых двигателях, о батареях. Речь идет о так называемом энергетическом переходе. Я думаю, что стороны пытались найти какой-то компромисс. Франция просила Китай прекратить антидемпинговое расследование в отношении коньячных изделий. Сергей Сергеевич, а вот пытались ли стороны найти компромисс, или Европа пыталась уговорить Си Цзиньпина вести свою политику в соответствии с их экономическими интересами? Потому что французские эксперты сейчас уже по итогам визита Си Цзиньпина предполагают, что его поездка вообще в целом была направлена на внутреннюю аудиторию. Мол, посмотрите, у Пекина есть друзья в Европе. И слушать ценные указания от той же Урсулы фон дер Ляйен китайский лидер как не собирался, так и не будет. Вы с этим согласны? Я думаю, что стороны будут пытаться найти какой-то компромисс по этим вопросам. Прежде всего, я имею в виду вопрос поставок китайских электроавтомобилей, этих ветротурбин и так далее. Я думаю, что они будут пытаться найти какой-то компромисс. Здесь очень сложно этот компромисс найти. Вообще-то Си Цзиньпин, конечно, во время пребывания во Франции, он так это заявил, что проблема избыточных мощностей, она не существует, как он заявил. Но я думаю, что это политическое заявление. Какие здесь могут быть варианты решения? То так сложно говорить. Я думаю, что одним из вариантов может быть некое добровольное самоограничение Китая на поставки, чтобы избегнуть повышения пошлин. Но это будет зависеть от того, во-первых, пойдет ли китайское руководство на такие шаги, согласятся ли китайские компании, это компания BYD, прежде всего. Это такой вариант возможен. Второй вариант, который китайцы тоже предлагают, тут, понятно, пакетное должно быть решение, это создание производств тех же электроавтомобилей на территории Евросоюза. И, кстати говоря, во время пребывания Си Цзиньпина в Венгрии, там такой вопрос обсуждался, объявлялись планы о создании завода по производству китайских электромобилей. Да, мы в нашем эфире уже об этом рассказывали. Сергей Сергеевич, как вам кажется, ситуация развивается? Да, важный момент. Ведь товарооборот Китая с Евросоюзом и США еще 2 года назад составлял более $1,5 триллиона. И это в 8 раз больше, чем с Россией. Едва ли Китай не хотел бы этот уровень восстановить. И поэтому вопрос, на ваш взгляд, может ли Китай попытаться улучшить отношения с Западом за счет некого сокращения российской поддержки по Украине? Ведь Западу это будет только на руку. Вы знаете, я вам тут так скажу. Понятно, что торговля Китая с Россией, она существенно меньше, чем торговля, допустим, с Евросоюзом и с Соединенными Штатами. Если мы посмотрим отдельно по экспорту Китая, то мы увидим какую картину. Если мы возьмем, допустим, данные за прошлый 23 год, то мы увидим, что экспорт Китая в Россию был примерно на уровне $110 миллиардов. Это по данным китайской таможенной статистики.
Это, между прочим, больше, чем экспорт Китая в Германию. То есть вот если мы вообще возьмем по объему товарооборота, то Россия сейчас является крупнейшим торговым партнером Китая на европейском континенте. А вот по объему экспорта Китая, для Китая это имеет большое значение, Россия, объем экспорта Китая выше, чем в Россию, выше, чем экспорт в Германию. И, ну, готов Китай отдать 100 миллиардов долларов вот просто так? Я думаю, нет. Поэтому здесь тоже вопрос достаточно сложный. Си Цзиньпин, он, ну это было видно, в общем-то, он пытался, как бы, ну если так говорить откровенно, пытался пройти между дождинками. Он понимает, что как-то надо удовлетворить и потребности, ну, как требования Евросоюза, то есть не рвать с Европой, но и рвать с Россией они тоже не будут, это очевидно. Хотя мы видим сейчас, тут тоже не надо скрывать, что условия осуществления торговли между Россией и Китаем сейчас ухудшились. И прежде всего проблема, она известна, это проблема платежей. Если мы даже посмотрим китайскую статистику, мы видим, что и в марте, и в апреле экспорт Китая в Россию, он сокращался. Ну вот я так по предварительно, вчера были только опубликованы эти данные, вот по моей прикидке, если взять отдельно, допустим, экспорт Китая в апреле этого года в Россию, сравнить его с экспортом в апреле 2023 года, то мы увидим, что где-то сокращение составило 13,5%. Да, Сергей Сергеевич, мы будем следить за развитием ситуации. Да, понятно, что сейчас должно пройти какое-то время, и нужно смотреть, какие будут приниматься решения, и кто о чем будет говорить, чтобы было понятно, что в кулуарах Си Цзиньпин обсуждал, в том числе с европейскими лидерами. Спасибо вам большое за ваше время, за ваши комментарии. Мы продолжаем.